Магомед, привет. После твоего последнего боя против Алекса Перейры ты надолго пропал с радаров, не давал интервью, про тебя было минимум информации. Как прошли твои последние 9-10 месяцев? Чем занимался? А, Можно сказать, занимался социальным строем, так как последний бой, он был таким досадным, она, можно сказать, меня ушатала, чуть-чуть сбила меня с ног. Но теперь я вернулся а, с новыми силами, с новой мотивацией. Поэтому сейчас, я думаю, Магомед совсем другой. Но сейчас не могу не спросить, со здоровьем и физическим, и в плане ментальных всех вопросов у тебя полный порядок? Ты готов на 100%? Да, я готов на 100%. Магомед, ну, не самая приятная для тебя тема, но я разговаривал за это время с многими нашими общими знакомыми, и все мне говорили, что в течение лагеря тебя пытались отговорить от этого боя, но ты ни в какую, ты был единственным, кто сказал, нет, я буду драться. Сейчас ты не жалеешь о том, что в итоге принял этот бой? А, да, меня отговаривали от этого боя. Ну, я не жалею, уже не вернуть. Я эту ошибку допустил и достаточно поплатился. Поэтому прошлое не вернуть. И еще не все потеряно. Поэтому я пока здесь, мы будем охотиться, идти и добиваться. Ну, тут не то, что ничего не потеряно, тут перспективы как раз очень хорошие, о них мы еще поговорим. Но если ты не против, еще буквально несколько вопросов по поводу твоего боя с Перейрой. Давайте. Насколько сложно после этого боя было прийти в себя? Даже не в физическом плане, а в том, что вот все так закончилось быстро. По-моему, никто не ожидал, мне кажется, даже Перейра не ожидал этого. Да. Ну, этому у меня нет объяснений, что произошло, почему так произошло. Ну, видимо, эта травма сидела в голове и не давала, видимо, мне раскрыться. Первая мысль, если ты сейчас помнишь, когда рефери остановил бой, это шок или... Тоже не знаю, как это описать, это чувство. Это было самое ужасное чувство, которое я чувствовал, да, вообще в своей жизни. Это было просто от дна ада. Кто помогал тебе, чтобы ты не сломался, спокойно восстановился и прошел этот путь и оказался там, где ты сейчас сегодня? Ну, где-то после этого боя мне тренера говорили, спор говорил, мы вернем этот пояс, ну, мотивацию давали, но у меня не было желания, вот, после проигрыша мне было тяжело вернуться. Потом месяц прошло, и я собрал свои мысли и понял, что еще не все кончено. Но мы здесь. Да, вот как раз таки мы здесь, Абу-Даби, у тебя должен был быть немного другой соперник, в итоге тебе в последний момент поменяли на Богдана Гуськова. Насколько это сказалось на подготовке, и сразу ли ты принял бой с Богданом, когда тебе сказали, что... или тебе предложили несколько вариантов, и ты выбрал Богдана, как это было? Нет, мне предлагали бой в тяжелом дивизионе, так как, видимо, мне не находили соперника. И в конце мне сказали, что Богдан будет ходит, и я обрадовался, что бой сохранился. Поэтому, Я уточнить, бой в тяжелом дивизионе тебе предложили после того, как раунд 3 слетел, да? да, да. А если не секрет, с кем? Я его имя не помню, но с Волку он дрался еще. Я там поверхностно посмотрел, и когда мне предложили, я сразу в голове было не согласиться, так как я в этот раз подхожу вообще по-другому к весогонку, к бою, поэтому я вообще не рассматривал тяжелый плитон. Но смотри, в свое время, когда ты еще с поясом был, ты и Джону Джонсу писал в соцсетях, и в целом намекал на то, что ты можешь подняться в тяжелый вес.
Тебе это все еще интересно, или ты сейчас хочешь окончательно осесть в 205? Ну, мне интересно всегда подняться на высшее, но сейчас у меня есть вопрос, который я должен закрыть в этом дивизионе, и потом уже посмотрим. Подняться, если остаться будет интересно, остаться, если нет, то подняться. Почти у меня как ну, прошлый дивизион, можно сказать, да, там почти я обчистил, можно сказать, сейчас появились новые имена, и я думаю, здесь уже поинтереснее. Но сейчас, по сути, как ты считаешь, победа над Богданом — это следующий твой бой должен быть титульным, так? Нет, это просто для меня бой, чтобы оставаться на своем месте и ждать следующего вызова. А Ну, для Богдана это возможность. ну, я просто как раз с Богданом говорил вот, до тебя, и он как раз сказал, что в случае успеха я почти уверен, что дальше мне дадут за титул. То есть, если после победы тебе предложат, например, опять же, раунд 3 выздоровеет, тебе предложат реванш с раунд 3 не за пояс, ты примешь этот бой? Не будешь ждать? У нас, так как чемпион пока травмирован, пока чемпион будет возвращаться, я думаю, я приму каждый бой, который предложит UFC. Ну, смотри, вот по поводу чемпиона, он в апреле, по-моему, перенес операцию на крестах, то есть к концу года он только восстановится, пока он наберет форму. Есть ли вообще смысл в вашем дивизионе вводить временный пояс, как думаешь? Ну, вполне возможно, если Дановец захочет, я думаю, он сделает. Я слышал какие-то слухи, что хотят разыграть вакантный пояс, собрать четверку или как-то. Я думаю, сейчас самое интересное только начинается. Но ты в этом году еще, если все нормально будет, если с Богданом все пройдет без травм, планируешь еще драться? И если да, то где тебе комфортнее было? Снова в Абу-Даби, там как раз номерной турнир будет, или все-таки в Штатах? Ну, я хочу быть активным. Я думаю, я долгое время после боя м, я хочу как можно быстрее вернуться, как бы, да, мы заранее говорим. Ну, я хочу быть активным. И неважно, где он будет проходить. Абу-Даби для меня удобно просто. Так, в Штатах я много бился, в Штатах, поэтому там тоже нет проблем. Возвращаемся к Богдану. Наши болельщики не очень любят, когда наши ребята друг с другом дерутся. Для тебя без разницы или все-таки при любых других обстоятельствах боя с Богданом, ну и с любым соотечественником хотелось бы избежать? Ну, конечно, хотелось бы, не хотелось бы со своими, ну, это спорт, когда мы на одной тропе, нам нужно сделать, идти дальше. Раз Богдан стал на мой путь, мне нужно его убрать. Чем он опасен? Успел ли ты его разобрать? Потому что времени на подготовку к нему, именно к нему, как к бойцу, у тебя было мало. Ну, к Богдану что-то подобрать, я думаю, не нужно. Стандартный ударник у него, я видел пару моментов, у него тяжелый удар и базовый, как бы, боксер. Ну, там, там подготовить даже ничего не нужно. Я думаю, для этого у меня есть все и было, можно сказать, против лишь. Э, Учитывая, что он ударник, увидим ли мы твою борьбу? Или будешь пытаться перебить его в стойке? Или это пока секрет? Ну, я думаю, что бой должен быть очень интересным. Я думаю, будет ударка много. Ты смотрел турнир в Белом доме в прошлом месяце? Да. Как тебе выступление Перейры в новом дивизионе? Удивил он тебя? Нет, не удивил. Я примерно понимал исход боя. И удивляться нечего. То есть ты так и думал, что Ган его в первых раундах? Да, да, Перейра, у него удар мощный, но у него проблема со скоростью. А Кан, вот тяжелый дивизион, у него
очень быстрые руки, быстрые ноги. И я примерно понимал, что если даже до конца пойдет, то перебьет его. И последнее про Перейру. Он сейчас в новом дивизионе. Ты в свое время говорил, что тоже не против подняться, как мы это сегодня уже обсудили. Насколько для тебя трилогия с ним принципиальна? Или как будет, так будет? И нет желания все-таки поставить точку и закрыть вопрос? Конечно, я бы хотел поставить точку. Хотел бы, чтобы у нас состоялся третий бой. Ну, сейчас я об этом не думаю. Я сейчас хочу закрепиться здесь и закрыть вопрос на своем дивизионе. А потом уже, если для UFC будет интересно, я могу подняться, он может спуститься, и мы можем шуточно весь сделать. Но я думаю, для зрителей это было бы очень интересно бы. Спасибо большое за время, Магомед. Удачи в субботу. Главное, без травм. Все, спасибо большое. Спасибо.